Эксклюзивно с выставки Japan Mobility Show в Токио встречайте совершенно новую Toyota Corolla. Посмотрите, теперь она выглядит как настоящий суперкар. Серьезно, что вообще происходит? Похожее чудо недавно случилось с Toyota Prius. Помните, раньше он был тестовой площадкой технологий и, честно говоря, немного гадким утенком. А теперь стильный, спортивный, настоящий автомобиль для души. Сейчас Prius доступен как гибрид, и, похоже, та же история ждет и Corolla. Первое, что сразу цепляет взгляд – дизайн. Он стал гораздо динамичнее, передняя часть вытянута и явно вылизана под аэродинамику. Узкая световая линия тянется по всей ширине, выглядит эффектно, даже немного в духе Lexus. Колеса внушительные, 21 дюйм. Вряд ли в серию пойдут именно такие, но смотрятся они впечатляюще. А вот эта парящая линия крыши с отдельным стеклянным куполом – интересный ход, придающий силуэту легкость и изящество. Как вам новая внешность Corolla? Вопрос не праздный, ведь это по-настоящему народный автомобиль. Много лет подряд Corolla удерживала звание самой продаваемой машины в мире, иногда лишь менялась местами с RAV4. Так что любое обновление здесь – событие мирового масштаба, затрагивающее миллионы водителей. Теперь к технике. Ведь согласитесь, зарядная станция под рукой есть далеко не у всех. В то же время Toyota не собирается стоять на месте. Компания активно продвигает электрическую мобильность. Поэтому инженеры выбрали так называемый подход нескольких путей. И это не просто лозунг. Новая Corolla получит сразу 4 типа силовых установок. Базовая версия с классическим бензиновым двигателем, далее идет фирменный гибрид Toyota, технология, в которой марка чувствует себя как рыба в воде. Третий вариант – подзаряжаемый гибрид, как у Prius, который можно подключать к сети. И, наконец, полностью электрическая версия, тот самый BEV, работающий исключительно на батареях. Любопытно, что все эти варианты основаны на одной платформе. С инженерной точки зрения это серьезный вызов. И единая архитектура, но сразу 4 разных силовых схемы. Почему именно такой подход? Потому что рынок сегодня меняется с невероятной скоростью. Многие бренды сделали ставку исключительно на электромобили. А потом поняли, переход идет не так быстро, как ожидалось. Приходится пересматривать стратегию, искать баланс. И вызовов здесь действительно немало. Возьмем, к примеру, BMW. Когда-то они выбрали похожую стратегию и назвали ее Power of Choice – сила выбора. Смысл тот же, одна платформа, разные типы привода. Снова возвращается к идее отдельных архитектур под каждую технологию. Наблюдать за этим особенно интересно. Одни компании остаются верны полностью электрическим платформам, другие пытаются совмещать разные силовые схемы на одной базе. И, если честно, пока никто точно не знает, куда приведет этот путь. Поэтому сегодня важнее всего сохранять гибкость и подстраиваться под реальные потребности водителей. А теперь вопрос к вам. Первый, вы бы выбрали такую спортивную, почти суперкаровскую Corolla? Второй, и какой тип привода вам ближе, классический бензиновый, обычный гибрид, подзаряжаемый гибрид или полностью электрическая версия? Последние несколько дней я гулял по Токио и, признаться, был удивлен. Чистых электромобилей здесь совсем немного. Ну, может, пара Тесла и несколько японских электричек, и все. Основная масса машин по-прежнему гибридный Toyota. На улицах при этом тихо. В городском режиме такие автомобили часто едут именно на электротяге. Это заметно снижает уровень выбросов и делает воздух ощутимо чище. И все же это немного удивляет. Ведь если где электрокары и должны прижиться, так это в Японии, особенно в Токио. Скорости здесь невысокие, движение плотное. Режим старт-стоп. Идеальные условия для электрической мобильности. Теперь посмотрим на заднюю часть. Световая полоса здесь слегка прерывается в центре, но в целом тянется по всей ширине кузова. Выглядит эффектно и даже немного драматично. Крупная надпись Corolla сразу бросается в глаза. Лия, аккуратней, не упади со сцены. Честно говоря, задняя часть чем-то напоминает GR Supra. Что скажете? Может, Corolla теперь действительно стала новой Supra? Хотя бы по настроению. Широкие задние арки, выразительные линии, чистая спортивная энергия. И если вспомнить Toyota CHR, там дизайн тоже был смелым, но при этом машина получилась вполне серийной. И снова взгляд невольно возвращается к этим 21-дюймовым черным дискам и выверенной аэродинамике кузова. Теперь заглянем в салон. Сквозь стекло уже можно рассмотреть некоторые детали. Сзади почти однообъемная компоновка. Сиденье словно перетекает одно в другое. С выраженным спортивным профилем даже для пассажиров второго ряда. А спереди наоборот, легкая лаунж-зона. Справа отчетливо виден крупный дисплей для пассажира. Решение прежде всего для азиатских рынков.
В центре что-то вроде планшета, возможно, съемного. Его можно взять с собой, например, на пикник. Руль и кресло явно спортивные. Подголовники буквально обнимают голову, создавая ощущение кокона. У пассажира и водителя форма разная. Да, точно. Пространство визуально поделено. Две стороны, два характера. Кто-то только что попробовал открыть дверь, но, похоже, пока нельзя. Забавный момент. Сам руль спортивной формы с легким изгибом внутрь. И до основы эти сенсорные кнопки. Настоящее сенсорное проклятие. Регулировки сидений и зеркал вынесены на отдельные маленькие панели по бокам от руля. Решение нестандартное, но выглядит интересно и современно. Любопытно наблюдать, как Toyota экспериментирует с такими идеями. Впереди, кстати, хорошо заметен корпус под проекционный дисплей. Посмотрим, каким он окажется в серийной версии. Есть еще один интересный момент. Крыша здесь не полностью стеклянная. Прозрачна только передняя часть, а дальше идет темная вставка. Примерно до этого места тянется стекло, примерно как у Tesla Model X, где весь перед превращается в огромную панорамную панель. Затем начинается черный сегмент, который выглядит как отдельный элемент дизайна, добавляющий контраст и глубину. Внутри очень тонкая отделка потолка. Интересно, оставит ли цельное стекло до конца крыши в серийной версии, или все же решили сделать так, чтобы пассажирам сзади было чуть уютнее и камернее. Еще один интересный штрих. Похоже, перед нами полностью электрическая версия, либо подзаряжаемый гибрид. Рядом с лючком заметен индикатор зарядки. Причем в этом концепте разъемы предусмотрены с обеих сторон, и у каждого свой световой индикатор. Необычное, но очень продуманное решение. И если заглянуть назад, видно, что задний диван слегка приподнят. Сиденье немного наклонено вверх и полностью отделано тканью. Это создает уютную дышащую атмосферу и помогает избежать перегрева летом. Спереди же открывается вид на водительское место. Руль хорошо просматривается, внизу аккуратная подсветка в области ног. Центральная консоль разделена на две зоны, а разъемы USB-C встроены прямо в спинки передних сидений. С этого ракурса особенно хорошо видно, где именно заканчивается стеклянная крыша. И посмотрите на толпу, здесь настоящий аншлаг. Все, конечно, хотят увидеть новую Toyota Corolla. Вокруг полно эффектных концептов и дорогих моделей. Но именно Corolla привлекает больше всего внимания. А вот там, кстати, Toyota показывает и новые фургоны, например, будущий Hi-Ace. Да-да, фургоны все еще живут, и спрос на них никуда не делся. Честно говоря, мне всегда интереснее смотреть именно на такие машины. Не на шоу-кары, а на те, что люди действительно покупают. Массовые, понятные, созданные для повседневной жизни. Кстати, у Toyota большие планы и в отношении брендов. Компания собирается выделить новую люксовую марку под названием Century. Она будет стоять даже выше Lexus. Сам же Lexus немного сдвинется в сторону премиум мейнстрима. А Toyota, похоже, вернется к своим корням, к созданию надежных автомобилей для всех, без излишней показухи. Рядом, кстати, представлено еще несколько интересных мобильных концептов. Слева утилитарная версия с открытым грузовым отсеком. Просто функционально и, надо признать, выглядит отлично. Есть, правда, один нюанс у такого низкого силуэта, как мы уже видели на Toyota Prius. Немного уменьшается запас по высоте над головой. Добавляют неподвижную стеклянную крышу и говорят: вот, смотрите, изящный профиль, улучшенная аэродинамика. А тонкая стеклянная панель частично компенсирует потерянное пространство внутри. Но есть и обратная сторона. Стеклянная крыша пропускает гораздо больше солнца. Даже с ультрафиолетовыми фильтрами. Машины с фиксированной панорамой нагреваются сильнее, чем с обычной металлической крышей. Так что, как всегда, здесь все вопрос вкуса и приоритетов. Мы обязательно будем следить за тем, как развивается история с новой Toyota Corolla. Сегодня уже стало нормой, что серийные версии почти не отличаются от концептов. Раньше между ними была целая пропасть. А теперь максимум упрощает линии, увеличивают зеркала и ставят колеса чуть поменьше. Вот, кстати, уже можно заметить камеры под зеркалами
и лючок зарядки. Вполне вероятно, что эти элементы сохранятся и в серийной версии. И, честно говоря, по ощущениям, эта Corolla уже очень близка к финальному виду. Посмотрим, какой она окажется на дороге. Так что, как вам новая Toyota Corolla? И внешность, и сама идея. Делитесь мнением в комментариях. Оставайтесь с нами, впереди еще много примеров прямо с Japan Mobility Show в Токио. Отличный день среди новинок. А вы как считаете?